Если ты несколько лет не был в Армении, то, садясь в самолет, испытываешь такие трепетные чувства, что не передать словами. Эта поездка проходила в сентябре 2010 года. Тогда еще большинство ходило с кнопочными телефонами, и съемки эти я производила на только что купивший фотоаппарат Canon 10 мегапикселей. У него не было стабилизатора, а у меня не было опыта. Поэтому, если у вас слабый вестибулярный аппарат, то лучше перед просмотром выпить таблетку от морской болезни. Прилетели. Аэропорт безумно красивый. Но снимать, к сожалению, аэропорт нельзя. Какой период я хочу аэропорт? Воздух. Мама дорогая, какой в Армении свежий воздух встретил нас у выхода с аэропорта. Этот воздух можно сравнить с чистой, вкусной водой, стекающей с гор. И самое интересное, меня больше всего удивило то, что в городе на проезжей части воздух оставался таким же чистым. Угадайте, что я сделала в первую очередь, когда приехала домой? Взяла стакан, открыла кран и набрала воду. Воду просто из-под крана, без фильтров, без ничего, просто набрать и выпить. В тот момент это было как маленькое чудо, а когда я жила в Ереване, для меня это было обычным делом. Но я не учла один нюанс. У нас частный дом, и так как кран долго не открывали, с трубами что-то стало, и вода приобрела вкус труб. Ну что ж, и такое бывает. Ну и, конечно же, я не упускала возможности сделать глоток вкусной воды с пулпулата, восхищаясь тому, что не нужно покупать воду и носить ее с собой на случай, если вдруг захочется пить. А еще мне нравится внимательность и забота сильной половины человечества. Когда в этих пулпулаках падал напор, то пить воду с маленьких фонтанчиков неудобно, боишься губами коснуться металла. И когда к пулпулаку подходит девушка, то ребята, пьющие воду, закрывают несколько фонтанчиков, прижав их пальцами. Тогда в оставшихся пулпулаках напор увеличивается, и девушка может спокойно выпить воду. В 2010 году в центре собирались отмечать 2792-летие Армении. Сооружали сцену. Благодаря тому, что поющие фонтаны исполняли песни Арно Бабаджаняна и другие композиции прежних времен, то вечером город окунался в 50-е, 60-е годы. И без того несуетный Ереван приобретал особую, теплую, мягкую атмосферу 60-х годов. Нет-нет, я тогда не жила, но именно такие чувства вызывают фильмы 60-х.
Конечно, хотелось просто наслаждаться вкусной едой, водой, воздухом и видами. Но мы должны были еще перед отъездом кое-какие документы сделать, и поэтому большую часть времени мы посвящали «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вылетали обратно мы в октябре. Как классно, красиво. Погода стояла теплая, Арарат стоял в снегу. Мы взлетали. Нас провожали родственники и огни Армении. Ես կտեսնեմ պատուհանից Երևանս, Երևանս Ինչքան ասես թափարել է երկնքի տակ